Как и каждый обычный день, мужчина ждал на метро, когда заметил среди других пассажиров маловероятного попутчика. Это была собака. Сначала он подумал, что она принадлежит кому-то, но ошибался. Ему нужно было выяснить, куда отправилась собака. Но когда он узнал, что она делает и почему там находится, он немедленно позвонил в службы. Обычно Сергей ездит на работу на своей личной машине. Но так как накануне он был в кузовной мастерской, он решил воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы. В первый же день он поехал на метро. Сергей не ожидал увидеть такое. Собака терпеливо ждала на платформе вместе с людьми и запрыгнула в вагон, как только он остановился. Никто не обращал на нее особого внимания, кроме Сергея. «Что происходит?» — думал Сергей, наблюдая за собакой на платформе. Он пытался найти ее в метро, но прежде чем он смог это сделать, поезд прибыл на станцию Сергея. К сожалению, ему пришлось выйти и идти на работу. Сначала он думал, что собака просто бесцельно бродит в вагоне, ища что-то поесть, поэтому он попытался забыть об этом, но это было только началом его истории. Сергей вернулся домой, думая, что больше никогда не увидит собаку. Но на следующий день он получил самый большой сюрприз в своей жизни. Собака снова ждала его на станции метро. И это было не все. В течение следующих нескольких дней Сергей продолжал наблюдать за тем, как собака самостоятельно ездит на метро. Ему стало интересно, что же происходит. Собака потерялась, и какой-то пассажир кормил ее. Или было что-то гораздо более серьезное. Не каждый день был одинаковым. Однажды Сергей увидел, как некоторые люди отталкивали собаку и вытаскивали ее из вагона с легким отвращением. Он попытался остановить их, но было уже слишком поздно. Поезд уже уехал со станции, и бедная собака осталась на холодном бетоне, бегая по кругу. Люди проходили мимо, и никто не обращал на собаку внимания, кроме Сергея. Сергей видел через окно, что собака ведет себя странно, как будто заблудилась. Собака была дезориентирована и хаотично двигалась среди людей, ожидающих следующий поезд. Прежде чем Сергей успел что-то сделать, поезд покинул станцию. Мужчина продолжал размышлять о том, как помочь собаке, но сначала ему нужно было снова ее найти. Он был полон решимости разгадать загадку путешествующей собаки. На следующий день Сергей принес с собой вкусный собачий корм, когда уходил на работу. Он ждал на той же станции метро, и не прошло много времени, как собака снова появилась. Она была немного грязнее, чем обычно, но ее коричневая шерсть была неоспорима. Собака принимала угощение, виляя хвостом. Видя ее такую счастливую, Сергей был рад помочь маленькой собаке. Но молодой человек не собирался на этом останавливаться. Сергей получил телефонный звонок, информирующий его о том, что его машина отремонтирована и готова к получению в гараже. В этот момент он решил продолжать ездить на метро до работы, пока у него будет возможность помочь собаке. Машина могла подождать, но кто знает, какие проблемы могла бы ждать эту собаку каждое утро. Сергею нужно было действовать как можно быстрее, чтобы добраться до сути всей этой истории. Он решил позвонить в соответствующие службы, которые направили его в местный приют для животных. Сотрудники приюта были так же озадачены, как и Сергей, когда услышали рассказ. Сначала команда просто хотела поймать собаку и попытаться найти для нее семью, готовую усыновить. Но разгадать загадку, куда она исчезала каждый день и почему, не удавалось таким образом. Это значило, что кто-то мог ждать собаку дома, а может быть, она наблюдала за щенками. Они не могли знать наверняка, поэтому команда решила поступить иначе. Сотрудники приюта решили установить трекер на собаку, чтобы точно видеть, куда она направляется. Заработать доверие собаки оказалось не так просто, но с помощью Сергея они достигли успеха. Теперь оставалось только ждать. Трекер, наконец, заработал и был установлен на собаке. Когда сотрудники увидели, куда направлялась собака, они не знали, как реагировать. Они никогда не видели ничего подобного. Когда персонал проверил локатор после дня, они не могли поверить своим глазам. Собака совершила очень долгую прогулку по городу, и никто не знал почему.
В последующие дни история повторялась. Собака путешествовала довольно долго, а затем вечером возвращалась в ту же зону. Кто-то из сотрудников приюта решил следовать за собакой пешком, чтобы выяснить, куда она уходит каждый день. Это было что-то, что он не мог выбросить из головы, и поэтому ему нужно было действовать. Мужчина вскоре обнаружил ценную информацию. Во-первых, собаку звали Бонни. Местные жители стали фотографировать ее, когда она путешествовала на поезде метро и даже на пароме. Было очевидно, что собака очень умная. Она знала все правила общественного транспорта и пропускала пассажиров, чтобы те могли выйти, ждала их и заходила в вагон только после того, как он полностью опустел. Что касается станций метро и поездов, Бонни ждала на скамейке, если погода была хорошей, а когда было холодно или шел дождь, уходила внутрь. Мужчина никогда не видел собаки, как она. Проверив трекер более детально, сотрудники приюта обнаружили, что Бонни делает около 29 остановок в день, охватывая расстояние от 27 до 30 километров каждый день. Бонни, несмотря на то, что была бродячей собакой, была метисом кинг-чартеринха и овчаркой и получила свое имя от терминологии железной дороги, присущей турецкому языку. Собака прошла тщательное обследование, которое показало, что она уже прошла все медицинские проверки и была стерилизована. Так что бедная собака принадлежала семье, но теперь жила как бродяга. Она много путешествовала, чтобы добраться до людей и заведений, где могла получить еду. Для собаки это было ежедневное приключение, чтобы ее кормили многие люди, которые любили и заботились о ней. Если этого было недостаточно, многие аккаунты в социальных сетях были открыты, чтобы отслеживать последнее время, когда Бонни была замечена, когда пассажиры наслаждались ее компанией во время поездки. Собака была успокаивающим присутствием и приносила радость всем пассажирам, которых встречала. Поэтому все помогали собаке найти путь и угощали ее угощениями каждый раз, когда видели. С тех пор, как люди начали следить за Бонни, она стала интернет-феноменом. Крис Макград, фотограф Getty Images, узнал о Бонни через Twitter. Пользователи интернета начали постить селфи с собакой, у которой теперь также есть свои аккаунты в Instagram и Twitter с тысячами подписчиков. Крис решил поехать в Стамбул, чтобы увидеть собаку лично. Он следовал за Бонни в течение дня, чтобы посмотреть, куда она идет, и фотографировать ее приключения. Он не мог поверить своим глазам. Это было что-то уникальное во всем мире. «Он знает, куда идти», — объяснил Алвин Эррол, руководитель отдела работы с клиентами в метро Стамбула. Это было поистине удивительно, что собака точно знала, куда идти. Это была действительно интересная схемка. Казалось, он знал, куда идти и какую цель преследовать. Для многих Бонни стала любимым членом сообщества. Все знали ее. Крис следил за Бонни и не мог поверить, что истории о ней правдивы. Это свободный дух. Все, что он хочет делать, это ездить на транспорте. Каждый раз, проходя мимо автобуса, фургона или любого другого вида транспорта, он просто хочет забраться. «Это действительно странно», — сказал он CNN. Крис не только подтвердил, что Бонни действительно проезжает до 20 миль в день на общественном транспорте, он также обнаружил нечто еще более удивительное. Бонни даже был замечен на пути к острову Принца в выходные. Чтобы добраться туда и обратно, Бонни должен был проехать на пароме около часа. Это было действительно впечатляюще. Когда он сел на паром, он знал, куда идти. Он направлялся на сторону с солнцем. «Он любит воду», — объяснил Крис, когда паром отправился. Он начал лаять на волны, но Крис не просто это обнаружил. Бонни точно знал, какой паром выбрать. Он проверял один, и люди подходили. Я не знаю, как он это знает, но этот паром шел в Эменюк, а другой в Бешикташ, сказал Крис, смеясь. Так что он проверил тот, который шел в Эменюк, и сказал: «Нет, это не тот». Затем он пробрался под турникетом и пошел на тот, что шел в Бешикташ. Крис также узнал о еще одной экстравагантной привычке Бонни.
Городские работники рассказали Крису, что Бонни, похоже, ценит разные двигатели транспортных средств, на которых он ездит. На пароме он сидит сзади, где находится двигатель, потому что ему нравятся вибрации, объяснил Крис. А когда он едет на метро, он садится там, где находятся колеса, прямо под ними. Ему всегда нравится ощущение сидеть на них. Так и произошло, что Бонни получил свое имя. Имя Бонни происходит от района метро, который располагается чуть выше колес. В железнодорожной терминологии это называется буксиром. На турецком языке буксир переводится как «боги». Он был действительно умной собакой. Но как бродячая собака находит достаточно пищи, чтобы выжить на улицах Стамбула, быть бродягой на улицах опасно для любого животного. Так что делает Стамбул особенным? Стамбул известен как Кадистан не без причины. На улицах блуждает много бродячих собак и кошек. Но быть бродячей собакой в Стамбуле – это не то же самое, что быть бродячей собакой где-либо еще в мире. Город Стамбул имеет программу, защищающую многих бродячих собак, которые бродят по улицам. Еду предоставляет город, действуют программы стерилизации, и есть служба экстренной помощи для всех бродячих животных. Для Бонни несложно найти достаточно пищи. Всегда есть вода и миски с кормом для домашних животных, скрытые в углах ресторанов или домов, объясняет Крис. Так что Бонни знает, куда идти. Он прекрасно знает все эти места. Муниципалитет также планирует разместить флаеры о Бонни в системе общественного транспорта, чтобы дать людям инструкции о том, как с ним взаимодействовать. Но как реагируют жители Стамбула на Бонни? Он зашел в ресторан, и двое мужчин прогнали его, крича на него, говорит Крис, и затем вы слышите кого-то другого. Владельца другого ресторана, кричащего на этих парней: «Это Бонни! Это Бонни! Не гоните его!» Так что он, безусловно, стал знаменитостью. И это не только члены стамбульской общины, которые защищают своего любимца. Алвин Эрл и другие муниципальные работники имеют слабость к путешествующей собаке. С тех пор, как Бонни стал столь известным, городские служащие начали регулярно водить его на осмотры к ветеринару. Это способ помочь ему поддерживать хорошее здоровье. Также они решили провести исследование его поведения, чтобы убедиться, что собака чувствует себя хорошо, и что ее взаимодействие с людьми не представляет проблемы ни для нее, ни для тех, кого она встречает каждый день. Они отвели его в некий лагерь и уделили ему немного внимания. Небольшую стрижку, несколько прививок. Крис рассказал CNN, что для Бонни было полезно провести эти осмотры. Они наблюдали за его взаимодействиями, поправили цвет, и это заняло около недели. Как только они были уверены, что Бонни здоров, они отпустили его, но не без создания небольшой будки для него на одной из станций метро. С тех пор, как люди стали осознавать Бонни и его странные привычки передвижения по поездам, он стал глобальным феноменом в интернете. У него более 79 тысяч подписчиков на его аккаунтах в Twitter и Instagram. Многие из его подписчиков — это пассажиры Стамбула, которые знают его лично. «Вы садитесь на поезд и вдруг видите Бонни», сказал Эйлен Эрил из стамбульского метро. «Вы улыбаетесь и захватываете момент. Вы действительно это делаете».